И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас продолжается 1 марта, и в третьем своем ежедневном обзоре я буду говорить только о военной сводке, что произошло на фронте, тем более, что действительно произошло очень важное событие, и ни на что другое уже, наверное, здесь обращать внимания не буду. Возможно, все остальное я скажу в итоговом вечернем, в ночном уже выпуске. Сейчас же я хочу рассказать о развале фронта ВСУ на юге Украины. Уже можно констатировать, что это свершившийся факт. То есть та колонна, которая пошла в обход Николаева, сходу и на самом деле не встречая практически никакого сопротивления, уже к где-то 16:00-17:00 взяла под свой контроль почти всю область. Вернее, конечно, она чисто физически под свой контроль это все взять не может. Просто она проходит по огромной части Николаевской области, не встречая никакого сопротивления и выдвигаясь к тем объектам, куда им было приказано. Огромное количество территорий она проходит без боя, на дорогах оставляются блокпосты. С учетом того, что она где-то примерно в 16:30 по московскому времени прошла Вознесенск, идет на Южноукраинскую АЭС, чтобы взять ее под свой полный контроль. Причем эта колонна со стороны Кривого Рога пока прикрылась заслоном. Очевидно, что задачи наступать на Кривой Рог пока нет. Главная задача отрезать Одесскую область от остальной Украины. Ну и, соответственно, выйти на прямой контакт с Приднестровьем. Причем, если российским войскам и дальше ничего не будет мешать, то уже на молдавскую либо приднестровскую границу они могут выйти уже завтра. При этом очень примечательным является тот факт, что именно сегодня российская авиация очень подробно отрабатывает систему ПВО Одесской области, уничтожая все, что может помешать российской авиации работать в небе над Одессой и прилегающей территорией. То есть абсолютно не исключено, что сегодня мы узнаем ночью о высадке десанта и начале операции по взятию под свой контроль остатков территории Южной Украины. Подчеркиваю, на сегодняшний момент по сути фронта сопротивления на данном направлении нет. Есть очаги, сконцентрированные в Николаеве, в Одессе, возможно еще в некоторых районных центрах Одесской области. Но в остальном сегодняшнее продвижение российских войск по югу Украины, в том числе и благодаря работе авиации, особого сопротивления ему не было. То есть все, Южный фронт ВСУ пал. Ну еще очень интересный примечательный материал в этом коротком выпуске. Это ситуация под Васильевкой. Она полностью блокирована российскими войсками и не исключено, что уже к сегодняшнему вечеру перейдет под полный контроль Российской Федерации. Но это не самое в данном случае важно. Самое важное, что руководство ПГТ Михайловка Васильевского района сегодня пошло по примеру Мелитополя и Купянска. Оно заключило с российским командованием соглашение, что жители населенного пункта не мешают российским войскам, ну и соответственно российские войска не мешают администрации ПГТ работать дальше. А еще, вы знаете, хочу отдельно обратить внимание на сегодня состоялся первый обмен пленными. Он состоялся в Сумской области, причем самое интересное в этой ситуации состоит в том, что обмен этот был организован не руководством страны, а командиром подразделения украинских вооруженных сил и командиром подразделения Российской Федерации, которые стоят друг против друга. Они состыковались, договорились и обменяли пленных. В результате обмена были переданы 1 российский военнослужащий и 5 украинских. И это на самом деле важнейший момент. Почему важнейший? Потому что солдаты, которые сегодня, к сожалению, к моему глубочайшему сожалению, сражаются друг против друга, все-таки видят друг друга по сути своих людей. И вполне легко могут между собой договариваться. И подчеркиваю, это на самом деле на сегодняшний момент гораздо более важно, чем развал фронта вооруженных сил Украины на юге страны. Все, на этом по этой теме пока все. Ставлю запятую. Ждите итогового выпуска. Ну, надеюсь, где-то он появится в районе 23:00 по Москве. До свидания.